Всем привет, с вами Левша, и сегодня мы поговорим о том, как можно выбить деф с верхней базы на карте Руинберг. Когда вражеская команда на верхней базе занимает квадраты А3, А6 и А7, обычно эти квадраты занимают, если стоят в защите, то проще всего их выбить, играя через зелень и мини-город. Если игра идет через город, у вас вряд ли получится продавить защиту. Ваши танки расстреляют еще на подъезде с А6, А7. Когда вы заедете в круг, танки с А3 начнут накидывать вам в борта. Как итог, атака захлебнется. Играя через зелень и мини-город, нельзя ставить танки в квадратах Е6, Е7. На этом перекрестке вы будете отличной мишенью для танков, стоящих в А6 и А7. Вас могут без проблем подсвечивать и наносить урон. Также не самый лучший вариант запускать танки по МКАДу в сторону вражеской базы. Тут вы будете только принимать снаряды. При этом на вас могут выйти все танки противника, а это значит, что ваша атака провалится. Лучше всего играть через мини-город по нулевой линии. При этом одного Т1 берете с собой, а второго отправляете в город. В начале боя вы поймете, поехал ли противник на зелень или в город. С одной стороны вам все просветит 1390, а с другой Т1. Если соперник не обнаружен, то понятно, что он стоит в дефе. Проезжать основной группы танков через нулевую линию можно после того, как вы ее зачистите. Обычно команда с верхней базы там ставит Т1, чтобы светить подъезд к своим домам. Многое зависит от того, как занимает позицию вражеский Т1. Если он стоит в кустах ближе к красной линии, то убить его с мини-города не составит труда. После засвета он будет у вас в простреле. А вот если он останется в этих кустах, не переезжая дорогу, то прострелить его с перекрестка мини-города или с позиции от дома возле красной линии не получится. Зачищать нулевую линию лучше таким образом. Отправляйте своего 1390 в квадрат Е6. При этом ставим Т1 на углу дома в Е4. Чтобы к вашему 1390 не заехали танки противника через третью линию. С этой позиции 1390 сможет простреливать кусты слева от дороги. Остальными танками выцеливайте кусты справа от дороги. После запуска своего Т1, где бы ни стоял вражеский брелок, он отправится в ангар. Когда вы отправляете своего Т1 вдоль красной линии, он может как доехать, так и погибнуть. Но это не страшно. Главное, чтобы ваши основные танки никто не светил с А0 с Б0. Далее перетягивайте своего 1390 и пускайте по красной линии. При этом всеми танками выцеливайте дома на А6 и А7. Если танки врага будут пытаться светить с этих квадратов и отстреливать по 90-ку, вы сможете нанести урон в ответ. От этого куста можно засветить танки на углу дома в Б5. Если они обнаглеют и будут там стоять, то их можно прострелить с мини-города. Никого не засветив, поджимайтесь на 1390 к домам на А7. Тут вы сможете прорентгенить танки противника и при этом не будете для них в простреле. Также не забывайте про Т1, за это время он должен проверить весь город. После перегоняйте основную группу танков к этим домам. Тут важно понять, с какой стороны выезжать всеми танками. Слева вдоль дороги или по проезду между домом и красной линией. Обычно сюда забиваются 2-3 танка, а остальные их прикрывают. Если на углу дома в Б5 никто не засветился, то можно предположить, что остальные стоят в нычке на А3. Если танков в Б5 нет, то атакуйте вдоль дороги слева от домов. Танки с А3 не смогут по вам стрелять. Если вражеские тяжи стоят на углу дома в Б5, то атакуйте справа от домов. Причем нужно заехать внутрь и не останавливаться на проходе, чтобы смогли проехать все ваши танки. За счет большого количества танков вы легко убьете соперников в домах и при этом выключите из боя остальные танки противника. Атаковать слева от домов нельзя. Если танки стоят в Б5, то ваша атака захлебнется. Есть еще вариант – послать одного 50-100 в Б1 после того, как ваш Т1 проверит, есть ли кто в городе. 50-100 сможет простреливать танки в А6, А7, когда те будут стоять возле домов или захотят немного от них отъехать. Если же танки противника будут стоять вдоль домов, то вы не сможете их простреливать. В случае, когда танки не светятся в городе, их не видно в Б5 и в домах на А7, становится понятно, что соперник в нычке на А3.
Вам останется их подсветить на 1390 из кустов или зарентгенить на Т1, подъехав с другой стороны. После этого вы без проблем расстреляете их с домов с А7 остальными танками. Когда вы едете на зелень, а ваш Т1 засвечивает танки в городе, сразу же отправляйте 1390 на захват за этот дом. Двумя танками занимайте позицию в домах. Одним подъезжайте на угол дома, а на каком-нибудь из 3 занимайте позицию за этой воронкой. Здесь имеются хорошие прострелы, и при этом вас будет тяжело пробить. Противник поедет сбивать захват, чтобы не проиграть. Пока вражеские танки будут охотиться на 1390, вы сможете уничтожить от 1 до 3 танков. При этом, играя на барабанных танках, не спешите и старайтесь реализовать все снаряды. Иначе можно потерять 1390 и при этом не нанести достаточного для победы количества урона по врагам. За 2 выпуска мы разобрали с вами на карте Руинберг выбивание дефа с обоих респов. Надеюсь, теперь вам будет проще побеждать тех, кто любит постоять в защите в командных боях. Не забывайте подписаться на наш киберспортивный канал, а также на мой YouTube канал. До встречи через неделю.